Кликнули на видос в ленте, потому что подумали, что он про Киберпанк 2077? А все сложнее, потому что для анализа лора мы изучили не только игру от CD Projekt Red, но и несколько редакций настолок, которые выходили до нее, и дополнительную литературу, и даже чуть-чуть Edge Runners. И по этому всему, кстати, в конце видео будет викторина. Но к теме. Добро пожаловать не просто в Найт-Сити сейчас, а в Найт-Сити на протяжении нескольких десятилетий войн, перестроек и катастроф. И не в роли наемника, корпората или кочевника. Сегодня вы один из тех, кто стоит в очереди за уличной едой, чинит чьи-то импланты в захламленном гараже или развозит товары на потрепанном микроавтобусе по узким, опасным переулкам Найт-Сити. О среднем киберклассе Найт-Сити написал сценарист Андрей Гуров, озвучил его я, Андрей Хайвер, а смонтировал все в увлекательный брейнданс Влад Грампс. Вы на канале FunPay, не только торговой площадки для геймеров, но и развлекательного блога про игры. И мы начинаем. Настольные игры. Лор Киберпанк не ограничивается только игрой от CD Projekt Red. История этой вселенной берет свое начало из настольных игр. В 1988-м американский игродел Майк Понсмит и его издательство R. Talsorian Games выпустили первую редакцию правил Киберпанк. Действие этой версии разворачивается в недалеком мрачном будущем, примерно в 2013 году, в вымышленном мегаполисе Найт-Сити на западном побережье США. Вторая редакция настолки вышла через 2 года и получила название «Киберпанк 2020». Первую же версию переименовали в «Киберпанк 2013», чтобы, не было путаницы. Как нетрудно догадаться, таймлайн передвинулся на 7 лет вперед. При обновлении игры авторы внесли некоторые редкон-изменения в лор, чтобы учесть реальные исторические события. Например, таймлайн был скорректирован с учетом объединения Германии в 1990 году. В остальном же Киберпанк 2020 последовательно продолжает события первой редакции. Важное событие этой настолки – начало 4-й корпоративной войны, которая закончилась ядерной бомбардировкой Найт-Сити. Спустя довольно продолжительный перерыв, в 2005 году была опубликована 3-я редакция – Киберпанк версия 3.0. Здесь таймлайн передвинулся на 10 лет вперед, в 2030 год. Игра задумывалась как прямое продолжение Киберпанк 2020, но игроки негативно оценили новую атмосферу и творческие решения авторов, и впоследствии эту редакцию официально исключили из основной хронологии мира Киберпанк. На замену неудачной Киберпанк версия 3.0 пришла Киберпанк Red. Эта редакция увидела свет в ноябре 2020 года. Название отсылает к Красному апокалипсису, страшным последствиям 4-й корпоративной войны, когда после разрушительных бомбардировок над городами поднялись тучи радиоактивной пыли и гари, окрасившие небо в тревожные багровые оттенки. Выпуск Киберпанк Red тесно координировался с разработчиками Киберпанк 2077, чтобы обе истории не противоречили друг другу и сохраняли единый канон. Действие этой настолки разворачивается уже в 2045 году, на полпути между Киберпанк 2020 и Киберпанк 2077. Авторы намеренно проигнорировали события неудачной версии 3.0, которая теперь считается неканоничной и никак не влияет на развитие основной сюжетной линии. Существует также настолка Киберпанк 2077 The Board Game. Она вышла в 2024 году. По сюжету это адаптация видеоигры, но история немного изменена. В настольной версии Ви и Джеки никогда не принимали участие в известном ограблении на Конпеки Плаза. В остальном же это все тот же знакомый мир Киберпанка образца 2077 года. Но поскольку кардинальных отличий от видеоигры здесь нет, в дальнейшем мы эту настолку упоминать не будем. Давайте, наконец, взглянем, как живут самые обычные жители Найт-Сити. Не наемники, не корпораты, а простые работяги, или же безработные бедняки. Тут кому как в жизни повезло. Жилье. С
Собственное жилье в Найт-Сити не право, а роскошь. Мечта для большинства. Уже в 2013 году мегакорпорации полностью подчинили себе городскую инфраструктуру, создав для своих сотрудников богатые жилые комплексы. На уличном сленге таких зажиточных корпоратов прозвали «бобрами», а районы, где они проживали – «бобровилями». В лор игры это прозвище попало из старого американского ситкома «Live into Beaver» 50-х годов, сюжет которого высмеивает жизнь и проблемы богачей. В руководстве по лору Найт-Сити из вселенной Киберпанк 2020 Найт-Сити Source Book упоминается несколько таких бобровилей. West Wind Estates в Пасифике, The Oaks в Норт-Оук, Дель Коронадо Харбор в районе одноименного ранчо и Executive Estates в Уэстбруке. Изображения этих комплексов, к сожалению, нет. В книге говорится только об их первоклассной защите. Мини-камеры, установленные на каждом фонарном столбе, круглосуточно следят за идеально подстриженными зелеными газонами и сотнями одинаковых одноэтажных домов. А корпоративная полиция патрулирует километры широких, благоустроенных улиц. Но это мы слегка отвлеклись. О богачах поговорим как-нибудь там в другой раз. У нас на канале есть отдельная рубрика про жизнь элит. Пишите в комментах, если хотите больше узнать про роскошную жизнь внутри киберпанк. К работягам. К 2020 году обзавестись собственным жильем без крупных вложений и связей стало и вовсе невозможно. Доступной осталась только краткосрочная аренда. Жилые корпуса состояли из унылых бетонных панелей, а квартиры нельзя было назвать комфортными для проживания. К примеру, район Верхний Иссайд в Найт-Сити Source Book описывается как пришедшее в упадок скопление ветшающих многоквартирных домов и разрушающихся особняков, где банды правят целыми этажами зданий, как феодальные военачальники. Тяжелее всего было безработным беднякам. Они ютились в подворотнях и полуразрушенных домах. Любое помещение, где есть хоть какая-то крыша над головой, пустовало недолго. В Найт-Сити Source Book упоминаются заброшенные склады, которые за одну ночь превращаются в квартиры-лофты, ночлежки на 12 человек и временные фабрики по производству наркотиков и оружия. А если есть в кармане пачка евро-долларов, пережить ночь можно в кофине. Такое название получили герметичные спальные контейнеры. Coffins, что в переводе с английского означает «гроб». Кофины устанавливались местными фиксерами в аэропортах, дешевых отелях и в популярных местах ночлежек бездомных. В листе снаряжения правил настолки Киберпанк 2020 стоимость такого контейнера начинается от 20 евро-долларов и растет в зависимости от района. Другой вариант пережить ночь – снять номер в дешевом мотеле. Здесь удобств больше, чем в гробу. Можно воспользоваться ванной комнатой, кухней и мини-баром. Во все том же листе снаряжения стоимость номера начинается от 75 евро-долларов за ночь. Но предположим, что у жителей Найт-Сити все же есть работа и хоть какой-то стабильный заработок. В таком случае он может снять в аренду Конапт. Так во вселенной Киберпанка называются малогабаритные квартиры-студии. В Найт-Сити Source Book детально описан торговый центр Mallplex Найт-Сити, внутри которого расположены те самые Конапты. Этот комплекс был построен в 2010 году на руинах торгового центра, разрушенного в 1990-х. По данным справочника, на момент 2020 года в Mallplex Найт-Сити проживало около 10 тысяч человек. Это огромный комплекс с сотнями конаптов, магазинами, рекреационными зонами, школами, телестудиями, собственной пожарной службой и частной полицией. Как пишут авторы книги, жилые и офисные помещения в Mallplex Найт-Сити были расположены на верхних этажах. Чтобы туда попасть, нужен специальный пропуск. Потеря или кража пропуска грозила жильцам штрафом в 1000 евро-долларов, а повторное нарушение и вовсе могло привести к выселению. Еще один вариант жить бюджетно, но с комфортом – построить дом из модульных жилых блоков. Описание этого вида жилья можно найти в Firestorm Shockwave – книге правил для Киберпанк 2020. Модульные жилые блоки были популярны до 2016 года, пока в Калифорнии не произошло землетрясение, разрушившее многие из них. Firestorm Shockwave процесс строительства таких домов описывается следующим образом. В основу закладывалось ядро с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, после чего поверх ядра можно было заложить новые блоки.
Такие дома легко собирались с минимальным набором инструментов, а небольшие конструкции требовали соединения модулей, закручивания болтов и фиксации разъемов. Как отмечено в книге, модульные жилые блоки по-прежнему используются в ряде регионов, включая более стабильные части США, Африки и Южной Америки, где их низкая стоимость и простота производства делают их востребованными. Ну а жизни за пределами Найт-Сити мы, если и расскажем, то в другом ролике по вселенной киберпанка. А если хочется уйти от шума мегаполиса, можно снять комнату в загородном доме. Конечно, это далеко не уровень Бобровиля. Жить за городом опасно из-за воюющих банд. Как пишут авторы Найт-Сити Sourcebook, дома рядом с трассами часто имеют бронестены и автоматические турели. За дом в зоне боевых действий работяге придется ежемесячно отдавать от 150 евро-долларов. В 2023 году началась 4-я корпоративная война. Вот как этот период описывается в книге правил Cyberpunk Red. После этого глобального конфликта атмосферные частицы от ядерного взрыва в Найт-Сити, а также обломки от орбитальных ударов, континентальные огненные бури, обычные взрывчатые вещества и военные пожары, уничтожившие города и сельскохозяйственные угодья, создали зловещий красный смог, окутавший небо по всему миру. Почти 2 года небо оставалось кроваво-красным, а затем в течение следующего десятилетия сменилось яркими алыми рассветами и закатами. Этот период, известный как «Время Красного», стал фоном для первых лет послевоенного восстановления, постепенно исчезая по мере того, как израненное человечество начинало отстраивать разрушенные города. Жилье бедных в период Красного времени – это прежде всего временные лагеря и палатки на руинах старых кварталов. Один из таких оживленных лагерей находится в северной окраине горячей зоны, районе в центре Найт-Сити, который наиболее сильно пострадал от ядерного удара. Из материалов Tales of the Red, Street Stories, официального дополнения к настольной игре Cyberpunk Red, где собраны сценарии и описания повседневной жизни города, можно понять, что атмосфера в этом месте царила гнетущая. Сгрудившись среди заброшенных витрин и растянувшись на перекрестках, этот палаточный городок – явный симптом безудержной бездомности Найт-Сити. Он постепенно расширяется, наполняясь обездоленными и угнетенными жителями города. Люди в этом городке находятся в полном отчаянии. Все в том же сборнике описывается их повседневный быт. Некоторые проигрывают последние евро-доллары и крохи еды в азартных играх. Другие стараются оставаться незамеченными, чтобы не привлекать внимание мусорщиков и прочих хищников лагеря. Помимо бандитов, местное население активно окучивает образовавшаяся после начала войны религиозная культ-группа «Щитоводы». Некоторые жители палаточного городка слушают их, кто из-за реального интереса, кто ради развлечения. В попытках решить вопрос жилья остатки правительства Найт-Сити обратились за помощью извне. В Cyberpunk Red есть указание на то, кто в итоге занялся восстановлением города. Это кочевники клана Аль-Декайда и их союзники из компании по разработке вычислительной техники Storm-Tech Corporation. Для справки, кочевники во вселенной Киберпанка – это группы людей, которые передвигаются по территориям бывших Соединенных Штатов Америки на автомобилях в поисках работы. Своеобразные цыгане. Всего известно о 7 ключевых кланах, и Аль-Декайда – старейший из них. К этому клану относится и Панам Палмер, одна из ключевых героинь Киберпанк 2077. Мы принимаем тебя в семью Аль-Декайда, а для своих семья всегда сделает все. Кочевники ввели в Найт-Сити тренд на строительство мегабилдингов, масштабных зданий «все в одном», созданных для быстрого обустройства безопасных зон проживания. Здесь было буквально все – жилые помещения, развлечения, фудкорты и торговые центры. Кочевники вдохновлялись знаменитым Малплекс Найт-Сити, о котором уже шла речь ранее, и который был разрушен после начала войны. К 2077 году Найт-Сити был полностью восстановлен. В делюкс-издании официального артбука энциклопедии The World of Cyberpunk 2077 указана дополнительная информация о городе. Его размер составляет 75 квадратных километров, а численность населения – 6 миллионов 964 тысячи 425 человек. Может показаться, что не так все страшно, но на деле плотность населения в городе свыше 90 тысяч человек на квадратный километр. Для сравнения, в наше время наивысшая плотность населения в египетской Гизе, и она вдвое меньше – 45 тысяч людей на квадратный километр.
В Москве всего 5000 на квадратный километр. А на примере квартир, доступных главному герою, можно составить и примерную картину стоимости недвижимости. Самая дешевая квартира обойдется главному герою в 5000 евро-долларов. Ви может приобрести такую халупу в мотеле Sunset в Нордсайде. Несмотря на убогий внешний вид, в ней есть все необходимое: кровать, ванная комната с зеркалом и душем, компьютер, радио и оружейный тайник. Чуть дороже, но ухоженнее продается квартира в Джапантаун. Апартаменты в этом районе обойдутся Ви в 30 тысяч евро-долларов. И помимо базовых бытовых вещей в квартире можно найти телевизор, граммофон и гитару. Ну и для заправки. Самая дорогая квартира на площади корпораций стоит баснословные 110 тысяч евро-долларов. За эти деньги владелец получает не только просторную квартиру с хорошей отделкой, но еще и длинный холл, выполненный в японском стиле. Такая роскошь непозволительна для обычного среднего класса, а для бедняков тем более. А в Москве, даже сраную однушку ебучую на МКАДе не купишь за эти деньги. Работа. На что живет мирное население во вселенной киберпанка, если отбросить криминал и нелегальные схемы? Ответ прост и пугающий. Честная работа, которая не приносит достойный доход. В мире, где все подчинено интересам мегакорпораций, реальность сурова. Большинство трудоспособных граждан заняты на низкооплачиваемых работах. Увидеть экономическую картину наглядно можно в таблице профессий основных правил Киберпанк 2020. Если считать 6-й уровень прокачки за средний класс, который живет не слишком бедно, но и не богато, то самую большую зарплату могли получать медицинские работники и самозанятые – 3000 евро-долларов в месяц. Работа на предприятии. Что интересно, в той же таблице нет информации о работниках заводов корпораций, хотя до 2023 года промышленность в Найт-Сити еще существовала. К примеру, на страницах книги правил Киберпанк 2020 можно найти карточку нефтедобывающей компании Петрохем, где указано, что по всему миру на корпорацию работает 338 тысяч человек. Но предположим, что простой заводчанин без инженерного образования и квалификации не мог получать больше, чем помощник в офисе, поэтому его зарплата могла быть в районе 1500 евро-долларов в месяц. После красного апокалипсиса корпорации столкнулись с сокращением ресурсов и необходимостью адаптации к новым условиям. Однако такие гиганты, как Arasaka и Melitech, сохранили силу. Биотехника занялась восстановлением экологии, а нефтедобывающая Петрохем пережила всех своих топливных конкурентов и сохранила рабочие места. К 2077 году вся промышленность закрепилась в районе Арою и по-прежнему осталась под контролем все тех же корпораций. Но потенциальным соискателям нужно иметь в виду, что в самом Арою главенствует банда «Шестая улица». И если на рабочем месте рядовому рабочему ничего не будет угрожать, предприятие находится под усиленной охраной, то вот по пути на работу или домой придется постоянно оглядываться по сторонам. Работа в сфере торговли. Если статус заводчанина получать не хочется, можно найти работу в сфере услуг и торговли. Сюда относятся магазины, рестораны, гостиницы и сервисные центры. Существует и мелкий частный бизнес – киоски, придорожные кафе и мастерские. Из интересного, в Найт-Сити Сурсбук можно найти описание парикмахерской Lucky Barber Shop, которая стала местом встречи для мелких перекупщиков и информаторов. Посетители барбершопа преимущественно корейские и китайские гангстеры, а также бывшие военнослужащие. Самые лакомые рабочие места сосредоточены в Уэлл-Спрингсе, наиболее благоприятном районе для среднего класса, как это описано в цифровом артбуке Киберпанк 2077. Здесь можно найти работу в торговом центре «Бастион», бутике «Стиль» или в продовольственном магазинчике «Свежие продукты». В некоторых частях города не осталось нормального сервиса. Например, курорт Пасифика так и не развился, и к 2077 году вместо туристов здесь прижились бандитские группировки. Работа в полиции. В мире киберпанка все ключевые сферы – транспорт, медицина, энергетика, безопасность, продовольствие, информация – давно находятся под контролем мегакорпораций.
Для простого человека путь в корпоративный мир практически закрыт. Без связи, капитала или редких навыков попасть туда сложно. Остается один из немногих легальных вариантов – работа в полиции. Но и здесь все совсем не радужно. Вот как описана работа департамента Найт-Сити в книге «Правил Киберпанк 2020». Полиция в Найт-Сити разобщена, плохо оборудована и плохо управляется. Полицейских часто можно подкупить или убедить, что они просто не хотят вмешиваться. Самые неподкупные люди в полиции – это Си-СВАТ или киберпсихоотряд. Решительные и опасные. Эти индивидуалисты и одиночки просто слишком сумасшедшие, чтобы заботиться о получении взяток. Работа в полиции здесь далека от привычных представлений. Защита горожан не является приоритетом. Основные силы направлены на то, чтобы сохранять порядок в экономически значимых районах и не мешать интересам корпораций. Наиболее показательный пример можно найти в газете Night-City Today, которая входит в книгу «Правил Киберпанк 2020». В небольшой колонке с заголовком «Банда бустеров громит независимую радиостанцию» от 13 октября 2020 года рассказывается об убийстве 3 человек. Сегодня рано утром местная банда бустеров совершила налет на пиратскую радиостанцию, работающую под названием «Radio Free Burbank», и уничтожили их студию и мобильные устройства. Погибли 3 человека, в том числе владелец станции Марк Спрингфилд. Станция, работавшая на различных FM-каналах, была отмечена уникальным музыкальным выбором и жесткими расследовательскими репортажами. Местная полиция пока никак не прокомментировала нападение. Что особенно важно, и это отмечается в той же газете Night-City Today, банда бустеров в прошлом была замешана в связях с корпорацией DMS. При этом сама медиакомпания не стесняется преследовать всех своих нелицензированных конкурентов. Судебные иски, саботаж, перехват документооборота, физическое воздействие, физическое преследование – все это было использовано в агрессивном противодействии независимым программам. Другой схожий путь – стать частником. Многие бывшие полицейские устраиваются в охранные подразделения корпораций. Здесь условия лучше, техника современнее, а оплата выше. В таблице профессий правил Киберпанк 2020 оплата городского полицейского 1200 евро-долларов в месяц, тогда как сотрудник корпоративной охраны получает от 3000. Работать что так, что эдак придется на интересы корпораций. Но во втором случае хотя бы не нужно притворяться, что стараешься ради общественного порядка. Самозанятость и подработки. У большинства мирных жителей Найт-Сити нет стабильной официально оформленной работы. Конкуренция высокая, вакансий мало, многие сферы давно автоматизированы. Людям приходится браться за все, что подвернется. Они чинят автомобили, таскают ящики в порту, готовят еду в сомнительных забегаловках. В таблице профессий Киберпанк 2020 самозанятость представлена как работа наемника. Это не совсем то, что нам нужно, ведь мы рассматриваем только мирное население. Зато в Киберпанк Ред появилась отдельная механика – хасл или подработки. По правилам, персонаж может потратить неделю, чтобы найти временную работу. Затем бросается кубик, и от результата зависит, насколько выгодным окажется подработка. Так, техник может заниматься мелким ремонтом и устанавливать клиентам системы безопасности. Журналист писать разоблачения и расследования. Рокер-бой играть на концертах или получать деньги просто так. Да, такое тоже бывает, как и в случае с медработником, который может отработать в бесплатной клинике для местных жителей и получить за неделю 0 евро-долларов, потому что, как говорится в руководстве, благодарность на хлеб не намажешь. Такая система отражает реальность мира киберпанк. Большинство людей живет от сделки к сделке. Сегодня повезло, есть деньги на еду и жилье, завтра снова нужно искать, на чем заработать. Авторы Red подчеркивают, выжить без постоянной работы можно, но будет сложно. Если игрок специально выбирает путь халтурщика, без серьезной цели и без вложения усилий, его персонаж, скорее всего, будет существовать на грани бедности. Если так рассудить, то подобные подработки – это типичная модель занятости для бедного класса. Постоянный поиск работы, нестабильный доход, отсутствие перспектив. Но в Найт-Сити это реальность большинства. Такой стиль жизни не исключение, а норма. Еда.
Работа работой, а кушать хочется всегда. Подавляющее большинство людей питается на ходу, берет готовые блюда в уличных киосках, фудтраках или автоматах. Уже в 2020 году о готовке дома практически никто не задумывается. Это в ироничной форме подчеркивается в книге правил «Киберпанк 2020», когда речь идет о еде из ресторанов. Хочешь поесть чего-то получше ресторанной еды? Приготовь это самостоятельно. Хотя кто в наши дни еще это умеет? К слову, натуральная еда все еще доступна, но только для избранных. Ты знаешь, что это такое. Ну, по крайней мере, ты встречал кого-то, кто ел это. Подавляющее большинство продуктов и блюд созданы из синтетических материалов, а особой популярностью пользуется кибл, производимое в массовом порядке питательное вещество, которое удовлетворяет большинству требований к питанию, но имеет тенденцию выглядеть, пахнуть и иметь вкус, как сухой корм для домашних животных, от которого оно получило свое название. Также в продаже можно найти полуфабрикаты, готовые блюда в специальных упаковках для разогрева в микроволновой печи. В руководстве подчеркивается, что ресторанная еда тоже подается в виде полуфабрикатов. А потом случилась 4-я корпоративная война. И даже о такой хорошей еде пришлось забыть вообще всем. Вот как это описано в руководстве Киберпанк Ред. Загрязнение окружающей среды, токсичные отходы и бездумное расходование ресурсов привели к тому, что земли стали бесплодными. Основные продукты питания либо находятся под угрозой исчезновения, либо стоят запредельно дорого. Реакцией Америки стало создание переработанных заменителей всего, что ей нужно. В большинстве случаев местное население по-прежнему питалось киблами и полуфабрикатами. Как подчеркивается в руководстве, большинство людей в городских зонах едят кибл как минимум 1 раз в день, но стараются, чтобы основной пищей было что-то более приятное, если они могут себе это позволить. Конечно, были и те, кто занимался разведением скота и выращиванием овощей и фруктов. Но заканчивалось это, как правило, плачевно. Начались жестокие войны за районы, где выращивали продовольствие, и количество трупов росло. Очень удобно, чтобы потом по возможности переработать их в удобрения. К 2077 году выбор блюд стал шире, но их качество никак не изменилось. Хорошо продаются азиатские блюда: рамен, рисовая лапша в бульоне, овощные и мясные суши. Из мексиканской кухни обычно встречаются тако и буррито, из американской – бургеры, хот-доги и пицца. В кафешках встречаются домашние блюда – вареники, пирожки, лапша, но и они, как правило, синтетические. Даже чипсы и шоколад и те не натуральные. В городе работают целые сети фастфуда – Buc-ee Slice, Cabayan Foods, Кейптон Калиенте и Том's Dinner. В них готовят простую пищу на массовый вкус. Мясные и веганские джерки, бутерброды с ветчиной и сыром, круассаны, милкшейки, соевую пасту, сушеное мясо. Ну и куда без пиццы, она есть на любой вкус и цвет. Одежда. Во вселенной киберпанка встречают по одежке и по ней же провожают. Одежда не просто прикрытие тела, а визитная карточка. Правила Киберпанк 2020 говорят следующее: ты выглядишь так, как тот, кто ты есть. Мода — это движение, а стиль — это все. Стиль одежды в правилах настолки Киберпанк 2020 делится на 5 категорий. Универсальный шик, стандартная уличная одежда, состоящая из модульных компонентов во множестве расцветок, преобладают портупеи, пальто, пояса, ботинки. Доступная одежда — это эквивалент спортивной одежды 21 века. Мягкий флис, корпоративные и спортивные логотипы. Деловая одежда — это эквивалент стандартного делового костюма, приглушенные цвета, полоски, обувь из натуральной кожи и так далее. Шерсть и другие натуральные ткани считались подходящим облачением для представителей корпоративного руководства. Высокая мода – утонченная и дорогая одежда для высшего класса. Дизайнерские лейблы, такие как Miyake, Сифуньян и Аня Калвин. Киберпанк фэшн – видеокуртки, ткани с изменяющимися цветами, камуфляж, шипы, металлические вставки, люминь, джинсы, кожаные куртки, ботинки. Самый дикий и самый стильный выбор в кибермоде. В правилах Киберпанк Ред добавились новые категории: богемный стиль, хиппи-образы, шик бомжихи, умышленно поношенный, растрепанный образ бездомного. Идеальный вариант, если по какой-то причине нужно слиться с толпой и не выделяться. Кожа кочевников. Ковбойский кожаный стиль, характерный для племен кочевников, распространен преимущественно в пригородных зонах и означает клановую принадлежность.
Мода в Найт-Сити не стояла на месте и постоянно эволюционировала. Главное неизменное. Через одежду жители продолжают вести диалог со средой, заявляя о себе и пытаясь выжить в агрессивном мире. Медицина. Медицинские услуги во все времена были уделом богатых. Чтобы вы понимали, стоимость койки в палате передового госпиталя Найт-Сити Medical Center в 2020 году, по данным Найт-Сити Source Book, начиналась от 6000 евро-долларов в сутки. Формально такие медцентры считались муниципальными и не закреплены за какой-либо корпорацией, но по сути были ориентированы на обеспеченных. В другой клинике, Crisis Medical Center, жители города могли получить первоклассную хирургическую помощь. В Найт-Сити Source Book подчеркивается, в этой больнице находится один из самых передовых травматологических центров в мире. И многие хирурги здесь имеют опыт боевой хирургии, полученный в конфликтах Центральной Америки, и эффективно устраняют повреждения, хотя результат не всегда эстетичен. Правда, в корпоративном Найт-Сити все довольно сурово. Без страховки пациента лечить не будут и перенаправят его в Найт-Сити Medical Center. Дороговизна медицинских услуг породила множество частных мини-клиник, или, как их называют в СМИ, рипердоков. Уже в 2020 году риперы активно занимались экстренной помощью, устанавливали киберимпланты и выписывали лекарства по разумным ценам. Стоимость приема, по данным Найт-Сити Source Book, варьировалась от просто 5 до 600 евро-долларов. Намного лучше дела обстоят со скорой помощью. Влиятельные корпораты и богачи для экстренных случаев пользуются Trauma Team International, элитной службой экстренной помощи по подписке. Квалифицированные медики готовы приехать по вызову за несколько минут. Для обычного человека со средним доходом, а тем более для безработного бедняка, есть свой аналог. Называется Rio Meet Vegan. Примечательно, что Rio не стесняется использовать грязные методы конкуренции. Часто медики могут приехать на чужой вызов и забрать клиента Trauma Team себе. Подобные налеты нередко перерастают в перестрелки между медиками, а похищенный клиент Trauma Team получает огромный счет за лечение от Rio. Такой отжим пациента в Найт-Сити Source Book называется мясным прыжком. Meat Jumping. И подчеркивается, что это пусть и незаконно, но будет сложно доказать в суде. В 2077 году роль Rio Meet Vegan возросла. Городские власти Найт-Сити заключили с ними контракт. Медики забирают тех раненых, кого не берет Trauma Team, то есть подавляющее большинство. Везут раненых по старинке, наземным транспортом, когда как Trauma Team давно пользуются воздушными аппаратами. В Cyberpunk Edge Runners Mission Kit, книге по настольной ролевой игре, где собраны сценарии и дополнительное описание мира по мотивам одноименного аниме, в красках описано состояние машин скорой помощи. Они держатся на скотче и добрых пожеланиях. К тому же компания заработала себе дурную славу из-за слухов о связях Rio Meet Vegan с бандой мусорщиков. Якобы не все пациенты в принципе доезжают до клиники. В игре Cyberpunk 2077 можно встретить только Trauma Team, а вот Rio Meet Vegan мелькает в аниме Edge Runners. Заботьтесь о владельце полиса и оповестите морг. Так точно. Что? Какого хера? Если ни одна служба скорой помощи не приезжает на вызов и рядом нет рипера, лучшее, что можно сделать, иметь при себе одноразовый пневмоинъектор, заряженный адреналином или коагулянтом для остановки кровотечения. В Cyberpunk 2077 роль аптечек выполняют быстродействующие фармпрепараты MaxDoc и Отскок. MaxDoc – фирменный продукт Trauma Team, представляет собой ингалятор, мгновенно восстанавливающий значительный объем здоровья. Отскок – шприц-инъекция, дающая небольшой мгновенный эффект лечения плюс ускоренную регенерацию здоровья в течение короткого времени. Но существуют и продвинутые средства. Например, в книге правил Cyberpunk 2020 упоминается криотанк, который позволяет ввести умирающего в состояние криостаза и таким образом выиграть часы на доставку в клинику. Одним словом, в Найт-Сити лучше не болеть. Образование. Ситуация с образованием в Найт-Сити и за его пределами была совсем не радужной, особенно если не повезло не родиться в семье богачей или корпоратов. В книге Home of the Brave, официальном дополнении к настольной игре Cyberpunk 2020, описывающем устройство США во вселенной Киберпанка, говорится, что в Америке почти не осталось государственного образования. В большинстве городов есть лишь один университет, а в сельских районах обучение сосредоточено на базовых навыках выживания. Математику или другие дисциплины здесь не преподают.
Альтернативой государственной школе стали корпоративные учебные программы. Они дают достаточно полное образование, но ценой жесткой дисциплины, психологического давления и идеологической обработки учащихся. При этом попасть туда без связи ребенку из рабочей семьи крайне сложно. Такие учебные программы реализует Академия Арасаки. В игре Cyberpunk 2077 можно найти чип с подробным описанием процесса обучения. Также Академия фигурирует в первой серии аниме Edge Runners. Занятия в Академии Арасаки проводятся преимущественно в виртуальной реальности, а учебные программы разрабатывает искусственный интеллект, который подгоняет их под потребности конкретной группы студентов. Какие именно учебные дисциплины проходят в Академии, ни игра, ни аниме не раскрывают. Известно лишь о курсе медитации, который показан в первой серии Edge Runners. Всех учеников войти в зеленую комнату для медитации. Не подведи, док. Атмосфера в коллективе при этом остается напряженной. Как подчеркивается в тексте чипа из игры, администрация поддерживает здоровую конкуренцию среди студентов, чтобы ковать достойные кадры для следующего поколения корпоративных управленцев. Иначе говоря, устраивает крысиные бега с дипломом на финишной черте. А учебная нагрузка вызывает у студентов повышенную тревожность, депрессии, а в некоторых случаях приводит к самоубийствам. Для тех, кто не имеет доступа к корпоративной школе, остаются варианты самообразования или технологические средства обучения, виртуальная реальность или знания на чипах. В книге Home of the Brave подчеркиваются риски такого обучения. Корпоративная реклама заполнила рынок чипов. Например, внезапные выделения слов, связанных с едой. Следующая ступень – колледж. До начала Четвертой корпоративной войны в Найт-Сити действовал Найт-Сити Technical College – учебное заведение, ориентированное на быстрый выпуск специалистов по востребованным специальностям. Краткое описание колледжа можно найти в Найт-Сити Source Book. Программа давала в основном степень младшего специалиста в области компьютерных технологий и программирования, секретарского дела, охраны и правоохранительных навыках, базового кибертехника, ремонте автомобилей и авиатехники, подготовке парамедиков, сертификации медицинских техников и даже в геймдизайне. В последующих книгах по вселенной Киберпанк колледж больше не упоминается. Был ли он разрушен ядерным ударом вместе с остальным Найт-Сити, неизвестно. Наконец, поговорим о высших учебных заведениях. Как уже было сказано ранее, их осталось мало. В каждом крупном мегаполисе не более одного университета. На страницах Home of the Brave упоминаются такие престижные вузы, как Стэнфорд, Йель и Беркли. Они продолжают работу, но обучение в них дорогое, а конкурс на место среди абитуриентов чрезвычайно высокий. В Найт-Сити тоже есть свой университет. По данным Найт-Сити Source Book, он был основан еще в 1994 году как университет имени Ричарда Найта, основателя города Найт-Сити и мультимиллиардера. Кампус расположен в специальном университетском районе возле парка озера и исторически задумывался как противовес коммерческому центру города. Янь и инь бизнеса и знаний. В 2020 году, по данным все того же Найт-Сити Source Book, в университете обучалось более 15 тысяч студентов. В основном здесь обучают инженерным и техническим наукам, но также имеется и качественное гуманитарное образование. Из интересного в справочнике по настолке есть описание научной башни, сердца инженерной школы университета Найт-Сити, а также библиотеки Брукса, где хранятся печатные книги и сотни тысяч оцифрованных изданий, доступ к которым осуществляется через современную компьютерную каталогизацию. Университет продолжает существовать и в лоре Cyberpunk 2077. Его можно увидеть в рекламе, но в игре вы не найдете этого здания. Образование в Найт-Сити очень редкий и, к сожалению, для многих недоступный опыт. Тем не менее, получение вышки в таких условиях становится действительно ценным приобретением. Развлечения. Как вы уже поняли, жизнь мирного населения в Найт-Сити во все времена была, мягко говоря, не фонтан. В попытках найти отдушину и хотя бы ненадолго спрятаться от гнета корпораций, люди стали экспериментировать с новыми видами досуга, наряду с традиционными барами и музыкой. Брейн-дансы.
Безусловным лидером в сфере развлечений стала технология брейн-данса. Историю этой технологии можно найти в справочнике Rocker Boy по вселенной Киберпанк 2020. Создателем брейн-данса стала аспирантка Калифорнийского университета в Санта-Крузе по имени Юрико Судзимото. Изначально ее изобретение задумывалось исключительно с благими намерениями – помочь пациентам в психологической терапии. Позже, при финансовой поддержке правительства штата Калифорния и корпорации Милитех, технология стала использоваться для перевоспитания преступников, а также в военных тренировках и симуляциях. В 2009 году Судзимото вместе с судебным психологом по имени Лассимер основала компанию Braindance Incorporated и заключила несколько государственных контрактов. Вскоре после этого Милитех, Braindance Incorporated и компания Diverse Media System, сокращенная DMS, выпустили первую развлекательную версию Braindance. Спрос на такие медиафайлы, основанные на записи человеческих мозговых волн, начал стремительно расти. Вскоре DMS стала лидером на этом рынке. К 2077 году спрос на брейн-дансы по-прежнему оставался огромным. Благодаря доступности технологий и возможности буквально прожить один день из жизни знаменитости или богатого корпората, миллионы простых граждан стали зависимы от этих записей. Особенно это коснулось бедных слоев населения, для которых брейн-данс превратился в способ сбежать от реальности хотя бы на время. Таким образом, технология, которая когда-то создавалась для решения психологических проблем, в итоге породила множество новых. Еще одной серьезной проблемой стало распространение нелегальных брейн-дансов на черном рынке. Они появились практически сразу после того, как в свободной продаже появились первые брейн-данс-плееры. Черные брейн-дансы привлекали клиентов тем, что предлагали контент, недоступный на легальном рынке, от редких и запрещенных фетишей до сцен насилия, пыток, садомазохизма и даже убийств. Создавались такие записи в подпольных студиях, причем актеров нередко принуждали к участию против их воли. Финальный материал обычно никак не обрабатывали и не редактировали, из-за чего просмотр подобных фильмов мог вызвать серьезные побочные эффекты. Приступы тошноты, панические атаки, эпилептические припадки, а в крайних случаях даже приводить к смерти зрителя. У черных брейн-дансов есть свой устойчивый круг ценителей, и спрос на них стабильно остается высоким. Более того, некоторые подпольные студии уже успели обзавестись узнаваемым авторским стилем и теперь активно соревнуются между собой, стараясь раздвинуть границы дозволенного и возможного все дальше. Игровые автоматы и аркадные залы. Несмотря на развитие и распространение брейн-дансов, технология не смогла вытеснить классические игровые автоматы и традиционные аркадные залы. В 2020 году в Найт-Сити активно работали многочисленные аркады с игровыми кабинетами. Самым крупным и популярным заведением такого типа был зал под названием Arcade Arcade, расположенный в Марина-дистрикте и занимающий целый второй этаж здания. Внутри находились как знакомые горожанам механические автоматы, так и самые современные аттракционы на основе технологий брейн-данса. Обычно по соседству с аркадами располагалась недорогая закусочная или кафе, благодаря чему такие места становились центром молодежного досуга и общения. Аркадные автоматы сохранились и в 2077 году. В Эль Койот Коджа в Хейвуде можно найти рабочий автомат с игрой Травма-драма, в которой игрок управляет сотрудником Травма-тим и путешествует по Найт-Сити, сражаясь с членами банды. Также можно сыграть в шуточную игру «Шевелись, плотва», посвященную легендарному коню из ведьмачьих сказок. Музыка. В июне 2025 года Air Talsorian Games, компания Майкла Понсмита, автора Киберпанк, которая с конца 80-х выпускает настольные игры по вселенной, выпустила дополнение Rocker Boy Index для настолки Киберпанк Рэп. В этом издании на 26 страниц собраны все музыканты вселенной Киберпанка с 2013 по 2045 годы. Автор сборника Джей Грей скрупулезно проанализировал все каноничные книги, выписывал оттуда музыкальные группы, жанры и названия песен. Если информация в книгах была неполной, Грей дополнял канон недостающими данными. Всего в Rocker Boy Index включено 320 песен с учетом треков из альбомов.
Наиболее плодотворно музыканты работали в 2020 и в 2045 годах. 45 и 29 выпущенных музыкальных композиций соответственно. А вот в 2023, в год начала Четвертой корпоративной войны, музыканты ничего не публиковали. Больше всего песен вышло в жанрах хроматик-рок, корпорейт-поп, панк и тех-нойз. Встречаются в сборнике довольно любопытные музыкальные примеры. Скажем, песня «Let's be making sex» от музыкальной группы Macquarie Power. Она была выпущена в Великобритании 1 января 2020 года, и с тех пор никто так и не смог выяснить, кто ее автор. Больше под псевдонимом Macquarie Power не выходило ни одной музыки, что, по данным Rocker Boy Index, до сих пор остается предметом спекуляций, документальных фильмов и конспирологических теорий. Музыкальные инструменты и аудиотехника в этой вселенной сильно прокачаны благодаря технологиям. К примеру, электрогитары стали ультралегкими, им можно менять форму и устанавливать сенсорные струны. Ударную установку заменили на драм-синтезатор. Он состоит из сенсорных панелей и одного ящика, и в отличие от классических барабанов, помещается в небольшой чемодан. Меньше всего изменились синтезаторы и клавишные инструменты, но они также стали компактнее, а звучат еще мощнее. В Rocker Boy Index собрано 159 исполнителей и музыкальных групп, фигурирующих в лоре вселенной киберпанка, но без сомнений самые известные из них — группа Samurai и ее фронтмен Джонни Сильверхенд. Хотя группа была основана Сильверхендом и Керри Евродином, название «Самурай» придумала клавишница Нэнси Хартли, также известная как Исида Бесс. Майк Понсмит рассказал об этом в комментариях под одним из постов на Reddit. Вот его слова. Официальная версия такова. Название «Самурай» придумал не Джонни, а Исида Бесс. Она комментировала тот факт, что исторические самураи были готовы умереть за свое дело безо всяких вопросов, даже если это дело было аморальным или просто откровенно неправильным. Бесс считала такую слепую преданность откровенно глупой, поэтому решила взять это слово и переосмыслить его в уличном смысле, как форму насмешки. Джонни и Керри просто подумали, что звучит круто. Группа распалась в 2008 году. Все началось с того, что Бесс провела 7 месяцев в тюрьме за то, что выбросила мужа-тирана из окна квартиры на 83-м этаже. Группа горячо поддерживала свою клавишницу, но затишье длиной в 7 месяцев показало, что каждый из них выбрал свой творческий путь. Ну и к слову, в сюжете Киберпанк 2077 самураи все же воссоединяются ради одного концерта в баре Red Dirt, где когда-то было их первое выступление. Музыка проникла и на улицы Найт-Сити. По городу бродят уличные гитаристы и певцы. Например, в квесте «Привет из прошлого» главный герой встречает на рынке уличного музыканта, играющего на гитаре. Джонни Сильверхенд спрашивает у героя, нравится ли ему музыка, и даже размышляет о том, что где-то могут продаваться бутлеги его группы. В общем, у рокерского сообщества во вселенной киберпанка важная социальная роль. В правилах Киберпанк 2020 рокерам дано хорошее определение. Это уличные поэты, общественные совести и бунтари 2000-х. Как рокер-бой ты обладаешь силой поднимать людей, вести, вдохновлять и просвещать. Песня от тебя может дать робким смелость, слабым силу, а слепым зрение. И подытожим словами Джея Грея из предисловия к Rocker Boy Index. Музыка всегда была бьющимся, кровоточащим сердцем этой игры. Черт, да это же в самом названии, не так ли? Развлечения в эпоху апокалипсиса. В период после Четвертой корпоративной войны сфера развлечений стала особенно важной частью повседневной жизни. Музыка продолжала жить, и время красного не помешало появлению новых имен. Например, в Tales of the Red Street Stories упоминается электропанк-группа Протокон, вышедшая на пик популярности в 2045 году. Группа получила множество восторженных отзывов. Коллектив оценила даже Исида Бесс.
Классические бары тоже не исчезли, даже наоборот, стали более функциональными. Например, в дополнении Cyberpunk Red Data Pack упоминается бар Rusty's Dive Shack на городской набережной, превратившийся в своеобразный гибрид заведения и ломбарда. Владелец бара – ворчливый старикашка с сердцем ростовщика и безжалостным взглядом чайки по имени Расти. Он не только продает выпивку, но еще и сдает в аренду снаряжение для моряков. И, к слову о выпивке, фирменный напиток бара Расти – самодельный рыбий жир из акулей печени. Стоимость всего 10 евро-долларов. Не совсем понятно, алкогольный ли он. В описании лишь говорится, что он согревает, а на вкус прогорклый и рыбный. Война лишила людей доступа к большинству новых технологий. Но одновременно с этим породила новый тренд – сетевые онлайн-игры. В 40-е годы компания Segotari выпустила Elflines Online – массовую многопользовательскую игру в жанре фэнтези, доступную через шлемы с технологией брейнданса. Любой желающий мог надеть нейрошлем и мгновенно превратиться в эльфа, сражающегося с монстрами и исследующего волшебный виртуальный мир. Elflines Online быстро стала популярной, породив собственную фанатскую культуру, сопутствующие сериалы и индустрию мерча. Так MMORPG через брейнданс позволила целому поколению молодых горожан Найт-Сити проживать вторую жизнь в виртуальной реальности. Elflines Online не просто упоминается в правилах Cyberpunk Red. В 2021 году она вышла в виде настольной игры в качестве бесплатного дополнения. Общение и отдых. Даже в суровом и полном опасности мире киберпанка мирные жители Найт-Сити и других городов продолжают искать способы для прогулок, встреч и общения. В разные годы видно, как обычные люди используют доступные им открытые пространства. Редкие парки, городские улицы, переулки, рынки, площади и другие общественные зоны. В первые десятилетия 21 века главным городским парком Найт-Сити был Озерный парк, Лейк Парк, искусственно созданный оазис в самом центре мегаполиса. Парк подробно описан в Найт-Сити Sourcebook. Здесь росли одни из немногих живых растений в городе, выведенные с помощью биоинженерии и подаренные корпорацией биотехника. В центре парка находилось озеро с системой фильтрации, вокруг которого проводились спортивные мероприятия, а летом купались местные жители. Территория парка тянулась от университетского района до Джапантаун и включала даже небольшой пляж и островки для пикников. К началу 2010-х в Найт-Сити обострилась проблема бездомности. На улицах все чаще происходили драки за спальные места. Полиция действовала жестко. Бездомных выгоняли за пределы благополучных районов. Тогда Озерный парк стал для них убежищем. Растительность давала возможность укрыться от дождя и от патрулей. Парк постепенно превратился в пристанище для тех, у кого не было другого выбора. В 2020 году в катакомбах под Озерным парком поселилась банда с загадочным названием Breakfast Club. Они устраивали нападения на запоздалых прохожих и держали часть территории под контролем. Ночью парк стал слишком опасным, и местные старались туда не заходить. Спустя 3 года, в 2023-м, центр Найт-Сити подвергся ядерному удару. Озерный парк оказался полностью разрушен. Небольшой участок уцелевшего парка оказался на кампусе биотехника и спустя 20 лет был открыт для посетителей как частичка прежней природы. В целом же, в 40-е годы Найт-Сити только восстанавливался, и прогулки по улицам были более-менее безопасны лишь днем и в некоторых восстановленных зонах. И люди ценили возможность отдохнуть на свежем воздухе. Например, на атласе Cyberpunk Red в районе Пасифики можно найти парк аттракционов Playland by the Sea. И по информации из книги правил Cyberpunk Red, парк вполне успешно функционировал, предлагая посетителям брейндансы, тематические аттракционы и фудкорты Continental Brands. В более бедных районах тоже встречаются небольшие скверы или стихийные парки. К примеру, на юге Санто-Доминго располагается ранчо Коронадо Паблик Парк. К 2077 году эту местность забросили, но ржавое упавшее колесо обозрения, высохший фонтан и мусор под деревьями не отпугивают местных жителей. За отсутствием альтернатив люди все равно посещают это место. Но основная жизнь кипела отнюдь не в парках. Уличные рынки – вот где можно наладить тесное общение с местными. Особенно актуально это было в 2040-е годы, когда экономика и логистика были нарушены последствиями войны.
В правилах Киберпанк Ред упоминаются так называемые ночные рынки, полулегальные стихийные базары, которые устраивали влиятельные фиксеры и кочевники. Прилавки устанавливались прямо на трейлерах или в грузовых контейнерах, а для получения доступа часто требовалось приглашение или пароль. В современном Найт-Сити рынок как средство коммуникации никуда не исчез. Кольцо Кабуки и цветок Сакуры – два крупных рынка, которые привлекают множество посетителей. Общественный транспорт. Общественный транспорт – неотъемлемая часть жизни в мегаполисе. Спрос на общественный транспорт всегда был высок. С момента основания Найт-Сити в 1994 году в городе действовала муниципальная компания Найт-Сити Area Rapid Transit, сокращенно NCART. Компания управляла сетью скоростных магнитопоездов, охватывающих все районы города, от центра до окраин. В те годы метрополитен считался надежным средством передвижения. По данным Найт-Сити Sourcebook, за примерно 1 миллион миль пробега к 2020 году произошло лишь 8 серьезных аварий, 10 смертельных случаев и 11 террористических актов. Четвертая корпоративная война полностью парализовала метро. В Киберпанк Ред описано, как тоннели затапливало водой залива, электроэнергия подавалась с перебоями, многие линии оказались разрушены. В период восстановления города NCART пытался возродить работу метрополитена, но население так и не вернулось в прежнем количестве. Помимо метро, важную роль играли автобусы Найт-Сити Transit Corporation, сокращенно NCTC. К 2020 году, по данным Найт-Сити Sourcebook, парк включал более 30 комфортабельных автобусов модели Urban Transporter. Транспорт был оснащен широкими сиденьями, голографическими панелями рекламы и электронными билетными валидаторами. Защита пассажиров была максимально продвинутая. Автобусы были оснащены броней, а остановки на улицах представляли собой укрепленные павильоны. Маленькие бетонные комнатки с бронированными стеклами, тяжелой бронированной дверью с ручным приводом, прикрученными к полу стальными лавками и телефоном прямой связи с полицией. Все это было необходимо для защиты мирного населения от уличного насилия, особенно в небезопасных районах. Система остановок охватывала весь Найт-Сити. Их было больше 200 штук. Для поездок на такси в 2020 году у простых горожан тоже имелись варианты. Обычные наземные такси работали круглосуточно, и сам вызов такси не был проблемой. Можно было воспользоваться телефоном или уличным терминалом. Но вот маршрут поездки нужно было планировать заранее. Водители наотрез отказывались ехать в опасные районы. Единственная компания, которая занималась перевозкой пассажиров в неблагополучные кварталы Найт-Сити, это Combat Cup. Ее основали в 2011 году ветераны войн. Таксопарк Combat Cup действительно внушал доверие. Каждый автомобиль был оснащен бронеплитами и встроенным оружием для самообороны. К 2020 году Combat Cup стала городской легендой. Туристы приезжали в Найт-Сити только ради возможности прокатиться на бронетакси в какой-нибудь опасный район. Опасности. Найт-Сити печально известен экстремально высоким уровнем насилия и преступности. Мирному населению приходится бороться за собственную жизнь и выживать в таких тяжелых условиях. После наступления темноты улицы Найт-Сити заполняются бандами всех мастей. От мелких групп до армий в несколько сотен головорезов. Гангстерские разборки стали частью привычной жизни, и мирные жители свыклись с таким положением дел. Особая категория угроз – киберпсихи. Люди, которые сошли с ума от избытка киберимплантов и потеряли связь с реальностью. Обычные полицейские против них бессильны. Киберпсих способен прошагать сквозь очередь из крупнокалиберного пулемета и даже не почувствовать боли. Такими сумасшедшими занимается специальный отряд Макстак. Но давайте будем честны, если обычный прохожий встретится с киберпсихом, с жизнью можно спокойно попрощаться. И даже если спецназовцы Макстак вовремя придут на помощь, они часто действуют нечеловечески жестко и не считаются с побочными жертвами. Как-то не похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычные копы. Это Макстак, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб.
В мире киберпанка существуют островки относительной безопасности. Это районы или места, где банды соблюдают негласные правила и не трогают мирное население. Даже наоборот, они выступают в роли защиты от других банд и следят за безопасностью. К такому типу безопасных районов относится Хейвуд, где базируется банда Валентинос. По сути, Валентинос стали для местных жителей чем-то вроде большой семьи. Лояльность сообщества защищает членов банды, а Валентинос в ответ охраняют весь район. Банда следует католическим нравственным принципам и ценит репутацию. Чужаков на своей территории Валентинос обычно не трогают, если те, конечно, не создают проблем. А заблудившимся туристам даже помогают найти дорогу в безопасные районы центра Найт-Сити. В самых опасных боевых зонах города тоже есть относительно безопасные коридоры. Их контролируют местные авторитеты. В руководстве Cyberpunk Red упоминается фиксер Рекс Рояль, который жил на границе одной из таких боевых зон и за определенную плату обеспечивал защиту путников на переходе между беззаконными кварталами и более спокойными районами. Жизнь в таком опасном городе породила множество легенд, слухов и страшилок среди населения. Чего только стоит старая городская поговорка: «Никто никогда не покидает Найт-Сити, разве что в пластиковом мешке для трупов». Но, как гласит другая известная поговорка, в каждой шутке есть доля правды, и вполне можно поверить, что некоторым людям судьба уготовила лишь два исхода – остаться в Найт-Сити навсегда или погибнуть. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? Вселенная киберпанка гораздо глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд. И если вам интересно узнать больше о том, как формировались корпорации, какие тайны скрывают районы Найт-Сити или любой другой аспект жизни в этом суровом мире, обязательно дайте знать об этом в комментариях. Мы, например, уже планируем сделать видео о вселенной киберпанка далеко за пределами Найт-Сити. Как там поживает остальная планета? Но это когда-нибудь в будущем. А сейчас для вас викторина. 4 вопроса по инфе из ролика и 5-й усложненный. Ответ мы напишем в закрепленном комментарии. Как назывался тип миниатюрного жилья в Найт-Сити? Капсульные дома, кофины, микролофты. Где до ядерного удара в 2023-м любили отдыхать жители города? На центральной площади, в озерном парке, в садах Джапантауна. Как называлась травма-тим для бедных? Найт-Сити Медикс, Отскок, Рио Мидвеган. Как называлась единственная песня от группы Макори Пауэр? Ballad of Blood, Let's Be Making Sex, Greenhouse Sex. Кто возглавляет кочевников Альдекайда, когда Ви встречается с ними в Cyberpunk 2077? Сол Брайт, Панам Палмер, Сантьяго Альдекайда. С вами была редакция Фанпэй. Спасибо вам за просмотр и до встречи в других роликах.